Всем привет, меня зовут Яна, я нахожусь в Буэнос-Айресе, в Аргентине, и самая нашумевшая новость этой недели – это инфляция, просто бешеная инфляция. Когда мы сюда приехали неделю назад, доллар стоил на уровне 280 песо. Сегодня рейтинг дошел Blue Dollar, который неофициальный курс, до 340 песо за доллар. Представляете, какой уровень инфляции? Получается, примерно 4 дня назад мы поменяли деньги, из которых вот сейчас осталось у нас на руках 11 тысяч песо. 4 дня назад это было 39 долларов. На сегодняшний день, по сегодняшнему курсу, это получается 32 доллара. То есть вот так просто лежа в квартире наличные деньги тают. У нас стало меньше на 7 долларов вот просто из-за того, что деньги лежат в квартире. Аргентинские песо – это действительно как песок сквозь пальцы. Чем дольше их держишь на руках, тем меньше их становится. В новостях уже пишут, что будут поднимать цены на продукты первой необходимости, на хлеб, молочные продукты, проезд поднимут. Но когда будут индексировать зарплату, вообще здесь так принято, потому что в Аргентине песо – это точно нестабильная валюта. И когда он падает, то, соответственно, индексируют зарплату. Но пока я про это ничего не вижу в новостях, не прочитала. Тем временем государственный курс, банковский курс остается без изменения. Белый по 130 песо. На настоящий момент разница между официальным курсом и неофициальным Blue Dollar достигла 169%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет. Но, в принципе, да, мы здесь туристы, нас это так не сильно касается. Но все-таки хочется пойти на улицу. Предлагаю пойти вместе, посмотреть на цены в магазинах, поднялись ли уже ценники, вообще посмотреть на настроение людей. Прошло немного больше часа с того момента, когда я снимала видео дома, мы вышли на улицу. Курс несколько раз уже изменился, он упал до 330, потом поднялся до 335, сейчас 332 последнее обновление было. Но я буду считать сегодня цены по курсу 330, то есть примерно так. На такси мы отдали за поездку, примерно 20 минут мы ехали, всего 2,5 доллара. Пиццерии, в которой мы сейчас обедали, цены не поднимали. Мы вдвоем поели на 6 долларов. Цены обычные пока. Но не видно, чтобы какая-то паника была, тревога на глазах у людей. Все как обычно. Жизнь идет своим чередом. Проезд пока все еще 30 песо, как и был. Вот эти камбио оранжевые, на которых написано камбио Байрос, всегда по хорошему курсу меняют такие приятные обменники, их сеть по городу. Там написано на экране банковский курс, но на самом деле меняют по черному Blue Dollar. Вот, у них там можно водички попить, кофе попить для клиентов, так что очень приятный обменник. На технику цены пересчитали. Мы сейчас покупали карту памяти. Она стоила примерно так же в долларах, как и стоила до повышения, точнее падения песо. И также на машины, на квартиры тоже цены привязаны к доллару. Но на остальные товары пока не поднимали ничего, пока вся стоимость осталась такой же, какой была.
Также в новостях написали уже о внеочередных выборах, что предложили делать, потому что аргентинцы молчать не будут. Если им что-то не нравится, они обязательно выйдут на улицы. И все хотят избежать всяких беспорядков, поэтому предлагают уже добровольно менять правительство. Дойдет до этого или нет, неизвестно, но, по крайней мере, предложение такое поступило. Но в целом, как вы видели тоже, и как я убедилась, люди гуляют, кафешки заполнены, переполнены, в магазинах скидки, акции, все что-то покупают, что-то продают. То есть в целом абсолютно нормальное настроение. К сожалению, для аргентинцев это не впервой через такую инфляцию проходить. Такие дела. В обменниках очередей не было, все стандартно происходит. Но вот я заметила, что были очереди в аптеках. Возможно, люди решили закупиться, пока еще цены не поднялись. Потому что, скорее всего, подниматься цены будут на лекарства, на некоторые. Я тоже хотела закупиться, но там слишком большая очередь меня напугала, смутила. Собственно, на этом наша прогулка заканчивается. Когда читаешь такие страшные плохие новости, как, например, вот эта инфляция сумасшедшая, полезно так выйти на улицу, посмотреть, как другие люди себя ведут, как чувствуют, и тогда сразу становится легче и не так страшно. В принципе, все хорошо, не считая, конечно, этой ужасной инфляции. Но ничего, жить можно. Доброе утро, у нас уже новый день. Вчера доллар остановился на отметке 328 песо за $1. Сегодня с утра мы опять идем в обменник, потому что деньги закончились наличные. Вот так. У нас сегодня отличная погода. Ночью был дождь, сейчас до сих пор что-то моросит. Очень влажный, приятный воздух без пыли. Как хорошо, легко дышать. Зашли пообедать в милое итальянское кафе, ресторанчик. У них очень вкусный хлеб всегда у итальянцев. Также еще принесли баклажаны, тоже вкуснейшие, вообще с чесноком, в уксусе немножко, очень приятные. Здесь заказал себе курицу с картофелем, порция тоже огромная. А я заказала ньокки. Не знаю, как это на вкус. Сейчас в кафе включили новости международные, и так смотришь на весь кошмар, который в мире творится, и думаешь, да, подумаешь, инфляция, ничего страшного, жить можно. Сегодня на сайте писали курс доллара 328, но в обменнике дали 323 за $100. Не знаю, с чем это связано. Потом мы долго еще пытались пополнить счет телефона, купить интернет-пакет, что-то у них не работала система, бегали от одного ларька к другому. Вот, вообще немножко выбивают, конечно, это из колеи, то, что нужно вот так вот бегать, искать деньги наличные, до камбио ходить, потому что это уже такие вещи привычные, которые вообще не должны занимать в жизни современного человека нисколько времени, все должно быть онлайн, карты. Но когда мы получим, если получим местный DNI, то для нас станет все проще, все станет как в обычных местах. Вчера не захотели заходить в аптеку, потому что там были очереди большие, а сегодня очереди не было. Ну и ценники уже другие, все значительно подорожало. Мне кажется, даже уже с расчетом на то, что песо упадет еще больше. Вот так. Так что, ну ладно, зато не пришлось толкаться в очереди. На этом все, я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока.